Только отвечай честно, без вранья. Я всегда хотела максимальную популярность. Живем жизнь и ртом, и жопой. Это летающий матрас. Подождите, а что, ничего нет? Хитрецы. Значит, ты тогда мудак. Но нет. Да. Добро пожаловать. Михаил, здравствуйте. Приятно познакомиться лично. Да, взаимно. Зачем пожаловали? Я вообще, если честно, ищу какой-нибудь классный, удобный диван. Я делаю такое очень красивое пространство во французском стиле, но я очень люблю добавлять какой-то правильный минимализм. Мне кажется, у вас он самый правильный. Вообще самое классное — это микс. Я не люблю, когда пространство в каком-то одном стиле. Я люблю так наварить своего, свой борщ сделать. Что-нибудь тогда, значит, точно найдем. Я, кстати, тоже такое люблю, когда такая классика с современкой связана. Здесь вообще у нас такой храм русского. Так. Я вообще любитель всего русского. Все, что хорошее русские делают, это просто муа. Вот это вот, например, там кухня, это по нашим эскизам сделанная кухня, она даже запатентована. Огромный остров, и сделан он в России. Все русское. Все, есть розетки спрятаны красиво. Розеточки спрятаны. И главное, вот то, что я обожаю, правильно? Потому что это внутренняя вентиляция, чтобы не настраивать. Да. Вот это, кстати, ребят, супер вещь. Это вообще лучшее, на самом деле, что работает. Многие говорят, ну нет, вот эту сверху она же вытягивает, но она на самом деле не работает. Чем ближе к выводу пара, тем лучше. Вот это ну да, но здесь даже вопрос, как я понимаю, в другом, потому что если у тебя вот эта штука сверху, даже если она работает, то ты привязан к этой верхней вентиляции, у тебя должен быть короб, у тебя тогда есть только определенные места, куда ты можешь это поставить. А здесь ты это можешь вовнутрь, в пол, тебе не надо ничего здесь достраивать. Это, конечно, очень круто. Здесь угольная вытяжка, она просто в пол куда-то выдувает, и все. Это все закрывается, да, у вас? Да, это у нас Pocket Doors, да, естественно. Ну, приятно видеть нашего человека. Ну, потому что, слушайте, я считаю, что это вообще, особенно для квартир, это спасение. И все в России сделано. Boca Room не производит ничего корпусное. Это у нас наши друзья, партнеры, это Никси. Сюда приходил директор Валькучин, поглядывал, так смотрел. Не-не, ну видно, вообще с деревом работает очень сложная история. Здесь видно качество. Ну, начнем с диванов. Вот диван. Вот этот хорошенький прям. Это диван Foo Five. Для европейцев непонятно, что это за название такое. Для русских больше понятно. Foo Five. Full Five? Foo Five. Сейчас объясню. Вообще часто ко мне приходили и вот эти куртки свои большие, зимние, кидают на диван. Ну как классно стеганая куртка выглядит на диване. И это фуфайка наша. Фуфайка, точно. Думаю, что за Full Five? Да, это фуфаечка. Она всегда фреш. У нее вот есть такая штука. Вот если ты сел, встаешь, и она полностью все восстанавливается. Кстати, это никогда класс. Ничего не нужно поправлять. Даже за мной. Да. Так, раз. Слушай, ну вот это, кстати, классная штука, потому что когда вот диваны сборные, проваливаешься, и потом их надо выпрямлять. А вот я сейчас покажу. Это вообще моя личная боль. Я же очень много Италии покупаю, много диванов покупаю. Вот присядьте сюда, да. А это не просто так, это поднимается. Сразу поняла, смотрите. Так это моя любимая вещь. Я обожаю кофе в постель, куда-то с собой носить. Но он еще по эргономике. Я вот, кстати, обожаю такие диваны, потому что я вообще считаю, что вот мы привыкли ставить диваны обязательно к уголку. Диван в центре пространства – это супер классный ход, если позволяет пространство. 100%, да. 100%. Потому что он сразу создает такой центр комнаты. То есть вот не вот это обычное зонирование, маленький диванчик, два креслица, столик. А вот условно вы так все поместитесь, всем видно друг друга, ты сидишь тут, кто-то напротив. Со всех сторон можно. Тут да, может еще быть поставил телевизор. туда раз, вот так вот это, можно, и прилечь можно. Кинуть, да. И главное, мне кажется, это практично, потому что он такого светлого цвета, но не маркового. Мы там раз в 3 месяца заказываем химчистку, ничего страшного. Вот этот диван у нас сейчас очень модные бежевые минималы. Если хочется, чтобы диван был не арт-объектом, а вот хорошо просто влетал, то вот он идеальный вообще. Да. А вот еще вопросик у меня. Сейчас такое, знаешь, интервью уже пошло, да, немножко? Не против? Да я за, конечно. Что лучше для тебя? Дом или квартира? Точно дом. Точно дом? Вообще однозначно, я не представляю, как жить уже. И мне кажется, это вот, знаешь, как есть поговорка «Once you go black, you never coming back». Вот так же с домом. Мне кажется, если ты переехал в дом,
ты уже обратно не вернешься. Серьезно? Ну, слушай, это свое пространство. Ощущение, что никто над тобой не ходит, не стучит, и ты его ни с кем не делишь. Вот это ощущение, что у тебя открытое окно, и там тишина. А вот это каждый раз ездить на работу на машине далеко. Это же классно. Во-первых, недалеко. У нас Ну, да. лучшие вообще развязки дороги полчаса максимум. Багратион, Да. первая платка. Нельзя просто жить на Новой Риге. Вот Новая Рига – это ад. Если думаете о доме, задавайте риэлторам только один вопрос. Сколько минут до платной дороги от моего дома? Жить можно только рядом с платкой. От нее вот я еду до Сити 15 минут, до центра, 25, максимум 30. Супер. А для тебя квартира? Да, я люблю, чтобы на работу дорога была 15 минут. Вот идеально для меня 10-15 минут или 40 минут пешком. Ну вот, кстати, пешком это кайф. Но мне, кстати, вот этот цвет нравится. Я вообще считаю, что такой вот рыжий, грязно-рыжий, как я его называю, он очень делает дорогим интерьер. Вот очень крутой цвет. Спасибо. Пойдемте дальше. Я очень сильно боюсь популярности. Так. Я просто очень люблю гулять пешком по городу. Вот Ксения Собчак – это, конечно, максимальная популярность в России. А вот сейчас мы выйдем, они все знают, точно видели, насколько тяжело живется. Ну, слушай, давай так, это же кокетство говорить, что тяжело, потому что ты же к этому шел, ты же не мудак, ты всю жизнь вкалывал, чтобы быть популярным, снимался во всех шоу мира, вел все программы, которые мог вести, и такой, сейчас это очень тяжело. То есть я всегда хотела максимальную популярность, ничего мимо не пройти, живем жизнь, как говорится, и ртом, и жопой, то есть дайте таблеток от жадности побольше, поэтому, грех жаловаться. Но просто ты понимаешь, что на этом уровне популярности некоторые опции для тебя закрыты. То есть Да. вот я гулять по городу пойти не могу, потому Да. что у людей реакция такая, что это всегда так, человек идет, первый взгляд такой, просто прохожий, а второй взгляд такой, мне не показалось, у меня каждый раз ощущение, что в голове у них проносится мысль такая: водка вчера была паленая, что ли? Это правда Собчак? То есть большая популярность принесет тебе большой доход. Стоит это того, что ты не сможешь гулять по Патрикам. В моем понимании точно стоит. Купишь дом в большом поселке с парком или будешь в нашем гулять в лесу. И нормально. Тем более мебель у тебя реально классная. И, конечно, чем больше... Сейчас же личный бренд все равно рулит. Чем больше будет знать людей про тебя, про то, что ты делаешь, чем ты вдохновляешься, тем больше людей захотят к этому приобщиться и довериться. Поэтому ты же хочешь стать главной компанией в русском интерьерном дизайне, правильно? Все, вот у меня уже... Все, ради этого готов не гулять? Отправляет. Вот так надо ставить Честно вопрос. говоря, нет. Работа с зарубежными контрагентами – это постоянная головная боль. Сложно проводить платежи, курс скачет, а расчеты становятся непредсказуемыми. Чтобы решить эту проблему, у российской системы международных расчетов А7 есть инструмент – вексель А7 для внешнеэкономической деятельности. С его помощью можно зафиксировать текущий курс ЦБ для будущих платежей за границу. Вексель А7 может приносить 10% годовых в одной из иностранных валют – юанях, долларах, евро или дирхамах. Проценты начисляются уже со следующего рабочего дня после оформления и накапливаются на протяжении всего срока действия. Срок хранения вы выбираете сами, минимальный 7 дней. А если на момент погашения курс окажется выше, чем на дату покупки, вы дополнительно заработаете на курсовой разнице. Сама компания А7 создана при участии банка ПСБ и обладает высоким уровнем кредитоспособности. Оформить вексель могут юридические лица и ИП в офисах А7 Финансы ПСБ в Москве, в региональных отделениях А7 или онлайн. Все подробности по ссылке в описании. Здесь у нас моя гордость. Мы совсем недавно получили Red-Dot вот за эту кровать. Это летающая кровать, единственная в мире кровать, у которой не крепится ни к полу, ни к стене, и нет никаких, ничего не видно. Подождите, а что там? Нету, ничего нету, к чему оно? Вот, все правильно. Это... хитрица. Вообще, мы когда делали эту кровать, тут же 70% дизайна это матрас вообще на самом деле. Мы сами делаем матрас, он с такими вот закруглениями.
Таких матрасов вообще не бывает. Они Которые обычно, закругляются? Да, они обычно с кантиком, острые. Матрасы сам все некрасивые обычно. И вот это первый вообще в мире, наверное, красивый матрас. То Вот. есть вы его тоже сами разработали? Да, это все. Он только для этой кровати? Вот этот матрас только для этой кровати. Один матрас нельзя купить без кровати. Это хороший маркетинговый ход. Хотите нормальный матрас, покупайте кровать. Но мне, кстати, очень еще нравится вот эта история, потому что всегда проблема с хранением, а здесь это так классно сделано. С одной стороны, и освещение дает, особенно если у тебя, например, конструктивно там одно окно только в спальне, то у тебя здесь и свет. Это вот наши перегородочки. Перегородки мы делаем специально, чтобы вот не полностью закрывало. Я обычно их ставлю вместо штор вообще. И они там на окошко, дают когда... свет Да, красивый. такой очень красивый свет дает. А вот сейчас попробуем вот здесь вот. Нажать можно, да. У нас здесь Нарния открывается. Как я сразу-то, а? У нас здесь Слушайте, тоже. это вообще класс. Это Pocket Doors, чуть другого образца, они закрываются. Это может быть вот такая вот кухня просто Круто. в стене. Но Это для центра, если малогабаритная квартира, это вообще, то есть, по сути, она может быть в любом месте. Закрыла, и у тебя... ну или для холостяка, который никогда в жизни не пользовался кухней. Она что-то есть вроде. Когда есть доставка, да, такой кухни вполне достаточно. Сейчас как будто бы не нужна вообще кухня никому. Поэтому. Это напоминает мне прямо из детства мороженницы. Помнишь, такие были? Теперь у меня уже к тебе есть вопрос. Ты меня сейчас удивил. Только отвечай честно, без вранья. Вот Да. прямо обещаешь. Контракт тебе, допустим, представь, что тебе Господь Бог, ну или кто-то, кто не наебет. Ты становишься владельцем главной русской компании. Масштаб Икеи с точки зрения мировой узнаваемости, денег, там, миллиарды долларов, но ты не можешь себе позволить гулять и жить частной, личной жизнью. Подписываешь контракт? Абсолютно точно сейчас скажу. И я точно знаю, что самое классное — это не иметь вот эту компанию, которая вот прямо сейчас крутая, а самое классное — это идти к тому, чтобы иметь такую компанию. Вот этот путь для меня более ценен, чем просто бабки, которые там вывалятся прямо сейчас, и что мне с ними делать. Мне вообще бабки никак не мотивируют, не будоражат, и вообще мне насрать на них. Я точно знаю, как сделать компанию номер один, и я буду очень спокойно себя чувствовать, потому что очень много же компаний номер один. И никто не знает их владельцев. Как Икея, например. Ингвара же особо никто не знает. Икею знают все. Ну окей, встретимся чуть позже на Патрик. Вот здесь у нас, наверное, это мой самый любимый диван. Этот диван, он с передвижной спинкой. Гостиную как делать? Вокруг телевизора все строят. Вот у нас телевизор, вокруг него все стоит. Но на самом деле никто телевизор не смотрит. И обычно люди на самом деле смотрят в окошко, если у них есть панорамное окно. И вот ты диван тут поставил, и можно просто передвинуть, и вот все, можно уже сидеть в окошко глядеть. Многие При этом они тяжелые, то есть они не будут эти спинки, да, соскакивать. Да, а вот прям как-то очень устойчиво стоит. Прям стоит, как влетая. Вот Красиво. это, кстати, у нас новое кресло. Еще, кстати, никто не видел вообще. Вчера приехало, только вот с производства. Удобное такое. Вот. Первый, кто у нас протестировал, Ксения Собчак. А я прямо оделась как в стиле кресла, видите, Да, как с коричневым хорошо, с бордовым, с белым, вся гамма. Ну, прям да, вообще. Идеально. Вот тут у нас кроватка. Наверное, одна из самых любимых моих кроватей. У нее очень толстое изголовье. Такое мягенькое, пушистое, толстое. Я очень люблю, когда кровати низкие. Вот. Все, что низкая и широкая, это просто лялечка. Это как вот Lamborghini, почему красивая? Она низкая и широкая. А как, кстати, вот увлажнение дома стоит где-нибудь? Да, везде вот Везде? эти штуки, да. Супер. Для Я вот- меня это... Потому что я в доме не поставила и очень пожалела. У меня стоят теперь огромные такие штуки на полу, но я нашла. А можно, кстати, поставить это увлажнение и даже когда ремонт уже сделан? Да, мне Да. кажется, уже нельзя. Я всем Достроила. советую, многие отказываются. Я вот удивляюсь вообще. что- Вот я сейчас в думаю, офисе, что- кстати, везде это провела, я супер довольна, потому что другое качество жизни у тебя с увлажненным воздухом. Вот, пожалуйста, буду Абсолютно. отправлять клиентам. Вот Да, это. да. Нет, есть несколько вещей, которые прямо это меняют. Хорошая вентиляция,
хорошее кондиционирование, увлажнение. Вот на этом прям вообще нельзя экономить. Вот здесь у нас сделали Vita Smart. Вот всю эту вентиляцию, кондиционирование. Тут все прекрасно работает, хорошо. Это диван в классическом стиле. Что такое классический стиль? Это когда подушка вот эта лежит на основании. Сама ткань не прижата ни к чему твердому. Такие диваны делают уже лет, наверное, 1000. Еще там короли на них сидели и так далее. В целом так диван выглядел. Но у него есть одна проблемка. Из-за того, что ткань ни к чему твердому не прижата, у них вот этот есть эффект, когда встаешь и попа вот это остается. Я мучился очень много. Мы покупали этих полиформы, Миноти, флексформы, бакстеры, все, абсолютно все. И я каждый раз мучился. Мы вот клиенту отдаем этот диван. Он 2 недельки пожил, через 2 недельки мы приезжаем фотографии делать. И я смотрю, у нас весь диван просиженный. И я сделал диван просто, чтобы попробуем встать. Прямо тест такой. Мы встаем. И она потихонечку поднимается. Да. Но это вообще, я так понимаю, главная фишка твоей мебели, что ты очень в этом смысле следишь за эргономикой, что у тебя все диваны как-то возвращают Я форму. слежу за эргономикой, за качеством. Все, что мне не нравится в остальных диванах, все ликвидирую. Да. Ну, вот что очень много тоже. всего. Он классический, но зато он везде подойдет и такой прям. Пойдем наверх? Да. Вот, кстати, это лестница. Это нам сделала российская компания Кайзер. Очень приятная, кстати. Да. Там, где человек вообще соприкасается с лестницей, там дерево. И еще очень важно, вот всегда подсветка. Это очень круто, красиво. На лестнице подсветка, где-то в комнатах. Но вот это, кстати, для меня прям знак качества любого салона, шоурума. То есть вот первое, что я делаю, это я подхожу и делаю вот так. И если там искусственные цветы, из этого шоурума надо уходить, потому что искусственные цветы, это прям вот, в катках имеется в виду, прямо на мой вкус, это прямо red flag. То есть либо ты все-таки сажаешь реальные деревья, за ними следишь, либо ты ничего не делаешь, но вот это искусственные полисборники, на мой вкус, бывает это на ужасно. самом деле история, когда хочется какое-нибудь дерево поставить, а оно не может жить просто вот в темном интерьере, и это тоже проблема бывает. Кстати, я люблю сухие цветы, мне нравится Сухие вот супер, пшеница, засохшие какие-то, это красиво. У нас единственное, у нас было больше этой пшеницы, но у нас здесь 15 мышей здесь завелось. Да ладно? Да, серьезно. Из-за пшеницы. Вот сейчас мы поднимаемся по лестнице, и вот здесь вот было все в пшенице, и там 15 мышей жили. С ума сойти. Вот этот диванчик мы его сделали с помощью искусственного интеллекта. Мы вот уже с 22 года очень много рисуем интерьеров в интеллекте, и он все время что-то подобное рисует, но их просто нет таких диванов. И вот пришлось вот такой вот диван сделать. А, кстати, как ты относишься к искусственному интеллекту в твоей работе? Это облегчает работу дизайнера или все-таки это придет к тому, что выживет Вряд ли людей с профессией? Не придет точно, что прям не то, чтобы выживет. Ты же много проектируешь, получается, понимаешь, что нюансов очень много. И так, чтобы вот отдать интеллекту какому-то, сложно. Нет, проектировку да, но идеи все равно миром дизайна правят идеи. И вот условно то, что там ты можешь этих идей наработать вот гораздо это супер, больше. да. Это супер, потому что у нас мы пользуемся, мы просто очень много идей генерируем. Особенно это классно в архитектуре. Мы делаем малоэтажное строительство, и вот дома проектировать в искусственном интеллекте вообще просто так много идей наделать. А потом просто Главное потом это все реализовать. Да. Как в том анекдоте, а теперь попробуем со всем этим взлететь. Да. Вот у нас еще новый стол вот этот есть. Я очень много времени потратил на то, чтобы стол не опрокидывался, когда на него залезает ребенок. У меня 2, одной год, другой 5, и они все время виснут на краю. У меня дома стоит такой. Я каждый раз смотрю, думаю, так, лишь бы не опрокинулся. Все работает, да. Нет, и он очень по качеству дерева приятный, такой прям тактильный. Стол как айфон, хочется трогать. А дальше у нас есть детская кровать. В детской очень часто у нас нету места, чтобы диван поставить. Вот это специальная кровать такая, как кровать-диван. На нее просто кидаешь пледик, и у тебя диван появился в детской. Да, и, кстати, вот в этой ткани, в этом цвете тоже очень классно смотрится. Здесь у нас уже более классическая такая кровать. Она в пару к классическому дивану.
Я не очень хочу прям уходить совсем в классику в нашем бренде. Все, что мог себе позволить в классике, я сделал. Слушай, скажи, а почему и как ты пришел именно к минимализму в своей компании? То есть вот почему из всех стилей именно минимализм? А мне минимал нравится. Всегда нравился или ты пришел? Мне всегда нравился, да. Я наверное, из Советского Союза, и меня всегда бесили вот эти вот обои в цветочек, все вот это. Начал квартиры снимать сам, у меня вот всегда вот эти квартиры были. Я просто везде клеил обои и красил в белый. Всегда. Вот в любой съемной квартире делал ремонт. Ну вот я обратила внимание, что очень красивый шоурум, но вот тоже нету таких ярких пятен искусства. То есть тебя это тоже отвлекает. Я, если честно, картины, искусство не очень понимаю. Я не люблю коллекционировать и делать из чего-то там, ой, вот эта штука прям какая-то такая. Мне нравится практичность. Я вот это все диваны вытаскал по практичности. И дизайн нравится. Практичность и дизайн сталкиваются, это прям для меня как это, мурашки по спине. Тут, кстати, можем посмотреть на качество российского производителя. Это вот Nixi делают вот эти шкафы стеклянные. И здесь все как мы любим. Здесь у нас красивые, кожаные. Даже запах сейчас, как будто я в 600-м Мерседесе. Приятный запах новой кожи. Ну, кстати, хочешь, подарю тебе еще одно ноу-хау. Давай. Вот это все очень круто сделано, но смотри, какая еще есть проблема, что если ты, например, в квартире там с домработницей, ну, приходит убирать или что-то, и у тебя дорогие часы или украшения, вот так немножко стремновато, но мне лично оставляет. Я придумала ноу-хау. Можно в полку внедрить отпечаток пальца. То есть ты приходишь, и у тебя как будто это уже мини-сейф. Ты просто отпечатком пальца закрываешь и открываешь. И в момент, когда оно закрывается, ну, условно, ты ставишь 10 секунд, у тебя оно закрывается, и уже никто, ну, понимаешь, не может это открыть, кроме тебя. Это прям супер удобная вещь, потому что в сейф ты никогда украшения складывать, ну, если ты часто носишь, не будешь каждый раз там корпеть над златом. А вот так раз, и у тебя уходит тема воровства персонала. У нас, кстати, никогда никто не просил, мы обычно сейфы ставим, но я думаю, что да, наверное. Это удобная штука, то есть ты раз так делаешь, у тебя на автомате это само, ну, как бы. Я-то сам не любитель ни часов, ничего такого, у меня дороже айпада ничего дома нету. А вот, наверное, кто любит, тем да, такое нужно, да. Оценить, чтобы уровень детализации, здесь у нас тоже кожа. Не просто кожа, вот тут это никто не увидит. Мало того, что она кожа, она еще сверху с такой штучкой, на которой вешалки удобно вешать, чтобы они не скользили. А здесь у нас санузел. Здесь на самом деле показываем только вот эту нашу полку. Это полка для санузлов. Здесь можно вот всякие тюбики наставить. То у меня вот жена тоже постоянно вот так вот на все в ванной, все в тюбиках вообще. Ее не заставишь, причем в шкаф закрыть какой-то, ну это неудобно. Но это вот представление мужчины об этом, конечно. Это страшный ад, потому что, конечно, вот условно, если я дизайнер этой ванны, то, конечно же, девочки, вы сейчас будете на моей стороне, надо просто делать длинный до конца прилавок и расставлять везде здесь эти баночки красивые, хрустальные парфюмы, и чтобы все это красиво организовано было, может быть, на подносах хрустальных. Не любите хрустальные, кожаные есть хорошие, но вот и как бы у тебя удобно, ты красишься, открыл косметичку, фигак, и вот прям, а так вот это, конечно, это вот мужчины, вот это разница вот мужской и женской психологии. Все вот красиво поставил, закрыл, но ни хера не удобно, давайте будем честны. Вот у нас с женой примерно такой же разговор и происходит. Вот так мы воюем с ней. Я говорю, кстати, это отдельная тема выпуска. Я считаю, нам надо с тобой встретиться на эту тему, мужской и женский дизайн. Это, мне кажется, две большие разницы. На самом деле мы можем снять вот как раз какой-нибудь твой дом или квартиру и с точки зрения того, что там удобно, неудобно, правильно, неправильно, что бесит. По-любому же что-то бесит. Конечно. Как ты вот не проектируешь? Мы можем, я делала выпуск у меня на канале, можешь посмотреть про дом, но можем сделать про детали. Ты как раз можешь какие-то, может, у тебя родятся вопросы, и мы с тобой по ним пройдемся. Я вообще я очень люблю, когда вот что-то бесит.
Да? Это... Вот я могу сказать, что бесит меня вообще всегда. Вот, например, ну вот так, это я же могу сейчас тоже не только хвалить и честно говорить. Да. Это очень личная тема. Я ненавижу никакую торчащую технику. То есть для меня идеальный интерьер – это интерьер без единого провода, телевизора. То есть все должно быть встроено, у тебя квартира должна выглядеть, как будто там нету никакой техники, как будто она вся зашита. И есть почему-то еще одна вещь, вот смотрите, ну для кого-то, более того, когда у тебя высокое полотно дерева, это даже технически иногда невозможно, и вот такой крепеж – это единственная возможность. Но я, конечно, очень люблю встроенный крепеж. Это примерно в 1000 раз геморройнее, в 500 раз дороже, и это вообще не на всех дверях работает, потому что если у тебя вот такая высокая, вообще не факт, что это выдержит. Там, но вот эти внутренние петли для меня почему-то дарят мне какую-то несравнимую. У меня то же самое. И я все время борюсь с мебельщиками, но, естественно, это не для всего. Но вот здесь это просто они очень высокие, это не вот удержит. Эти вот встроенные петли, но они тоже, там дверь может быть только 15 килограмм, это очень мало. Это и прям вот это... на соплях, то, что называется. Да, на соплях. Но вот в этом надо, мне кажется, следующая революция, это придумать вот эти вскрытые петли, чтобы они держали большой вес и большое полотно, потому что ну, как бы вот 21 век, корабли бороздят просторы, а петли у нас обычные. Согласен. Давай мы теперь проведем тест, насколько ты хорошо почувствовал меня после нашей небольшой беседы. Вот как ты думаешь, какой диван мне понравился больше всего? Я, честно говоря, не знаю. Понимаю, но давай попробуем провести эту лотерею. Ну, я помню, что какие-то лестные были высказывания насчет вот этого дивана. Но нет. Да. Ты угадал. Да, угадал? Да, это самый красивый. Ну, на мой вкус, вот это прямо... Причем понятно, что он может быть в разных цветах, но мне безумно нравится вот эта прострочка. Я, во-первых, такого нигде не видела, и мне очень он нравится по своей форме. То есть вот эта комбинация, я, то, кстати, что очень, ты сидишь. Я вот сейчас невероятно польщен, потому что я когда вот этот диван придумал, я думал, ну все, вот этот сейчас будут покупать просто вообще. И его 2 года никто не покупал. Я могу тебе сказать, что у нас у всех в голове вбито как раз еще с советского времени, что диван у стенки, напротив телевизор, и если комната позволяет, еще 2 кресла и столик. А почему должно быть только так? Подумайте о том, что вот так организованное пространство может выглядеть гораздо круче, удобнее, валяться лучше, ставить чаю прикольнее и гораздо будет интереснее все организовано. Поэтому я думаю, что из-за этого люди хотят все равно диванчик к стеночке. Да, и вот я 2 года потратил на то, чтобы вообще людям показать это, чтобы люди вообще захотели. Сейчас он очень популярный. Вот я буду продвигать теперь, буду послом твоего дивана. Катенька, сколько у нас там получилось? Сколько накопло? 400 тысяч. Ксения Анатольевна. Неплохие у вас цены, но, с другой стороны, выглядит это круто. Как говорится, сидите с удовольствием. Да. Спасибо, что к нам добрались. Спасибо. Да, Было очень приятно. Ну, в общем, приглашайте еще. Буду следить за успехами. Ну, как какая-нибудь еще квартира там или что, приходите обязательно. Сразу обращайтесь. Да, спасибо большое. Спасибо.